Всем привет, ребята, это Дофа Трейдинг. Я уже веду 2,5 года прогноз и анализ по лайткоину. И я хочу поделиться с вами теми результатами, интересными наблюдениями, которые я вижу в данный момент. Еще 2 года назад я выпускал прогноз по лайткоину, когда он стоил $76. Потом я выпускал год назад прогноз по лайткоину, когда он стоил $63, и выпускал я прогноз по лайткоину 11 месяцев назад. И тогда лайткоин стоил $104. Что изменилось с того времени? А изменилось очень многое, и произошло то по лайткоину, чего я ждал все эти 2 года. Впервые с 2022 года, когда я впервые записал прогноз по лайткоину, он протестировал наконец-то вот этот вот важный ключевой уровень сопротивления. Это вы можете увидеть как на недельном таймфрейме, так и на месячном таймфрейме это произошло. Мы видим вот такие вот глубокие тени здесь. Это был ключевой уровень поддержки. Это синхронно с биткоином, когда биткоин не мог пробить 28. Свой тотальный уровень поддержки у лайткоина это было $140. И мы видим, что на месячном таймфрейме начался восходящий тренд по лайткоину. Мы уперлись в эту важную область. И сейчас, после того уже, как мы протестировали этот уровень и скорректировались, очень вкусная цена сейчас это $92. В сегодняшнем видео вы узнаете, что происходит с нашим лонгом по лайткоину, который мы открыли на пробитии $65. Также я покажу, где в локальной ситуации можно открыть очень вкусный лонг по лайту и где ставить свои стоп-лоссы. Я покажу, что происходит с ликвидациями на фьючерсах по лайткоину. Мы оценим коэффициент глобальный лонгов и шортов за 360 дней. Также мы посмотрим, какие активы в этом году показали себя лучше всего. Сравним лайткоин с XRP. И я покажу глобальную картину, когда я жду хай и где этот хай по лайткоину расположен. Мы видели, как мы зашли в данный флэт, и мы видели 2 таких подхода вверх. Это первый подход, потом мы спустились на проторговку к нижней границе. Мы сходили второй раз сюда, на верхнюю границу, и уже на походе вниз, когда мы второй раз подходили к нижней границе нашего флета, вот этой, у нас сформировалась вот эта вот фигура, которую я вам и здесь описал и нарисовал. Это расширяющийся клин. Мы с вами знаем, что расширяющийся вот такой вот клин, который смотрит вниз, он всегда у нас пробивается вверх. И как раз с учетом того, что этот клин у нас шел и расширялся к нижней границе флета, я сделал основное свое предположение, что этот клин пробьется у нас вверх. На канале у нас есть алды, и Бахром лично он открывал из нашего телеграм-канала, наш ученик, он открывал здесь лонг, очень даже успешный. Но он не дотерпел и закрыл его очень рано, где-то по $90. Я же ставил цель минимальную по этому лонгу в $180. И почему, я сейчас вам объясню. Если вы понимаете, что это все такой огромный, большой, жирный флэт, то вы должны выделить в этом флете основные объемы и опираться в первую очередь на объемы. И понятно, что нету смысла открывать лонг по $65 и закрывать его на вот этой верхней границе флета в $114. Потому что вы ожидаете пробития и выхода из этого флета. В чем же тут заключается основная проблема? Основная проблема заключается в том, что по техническому анализу верхняя граница флета это $115. И как раз это всех и пугает, и вводит в заблуждение. Потому что по технике у нас верхняя граница это $115, а вот по объемам верхняя граница, она располагается гораздо ниже. Если вы взглянете, в районе того хая, вот этого уровня сопротивления по техническому анализу у нас вообще нет объемов. А все наши объемы внутри вот этого данного огромного флета, они располагаются по уровням $90-85. Именно поэтому в данной проторговке, которую вы здесь видите, да, лайткоин по техническому анализу он опускается постоянно ниже уровня $115, что говорит
по техническому анализу якобы о слабости, что мы не смогли пробить полноценно данный флэт и уйти дальше в восходящий тренд. Но на самом деле все наши крупные объемы, они располагаются по цене в среднем это 85-90 долларов, и вторая полка с крупными объемами, она располагается по цене 75-70 долларов. Именно поэтому в данной проторговке, в еще одном таком микрофлете, в зоне до аккумуляции, я уверен практически на 100%, что это зона до аккумуляции, мы видим, как Litecoin регулярно тестирует вот этот вот блок с крупными объемами. Я его здесь и выделил. Это 92 и 80 долларов, да, вот этот вот такой диапазон. Мы видим, как регулярно Litecoin сюда падает и отскакивает, падает и отскакивает, падает, и моментально происходит откуп. Здесь вообще просто сумасшедшее движение было. Мы упали в моменте на 40%, но отскок за один день он был практически мгновенным. Мы отскочили на 33% за один день. Для того, чтобы посмотреть, насколько было это движение мощным, вы можете открыть 4-часовой таймфрейм и увидеть, что идеально именно в данном блоке позакрывались все 4-часовые свечи, и именно с данного места у нас начался отскок. То есть можно регулярно просто трейдить по этому флету, здесь 46% было движения от этого блока. Поэтому, что я здесь вижу? Я вижу по лайткоину четко, как мы, несмотря на то, что уже более 2 лет за ним наблюдаем, и вы скажете, что лайткоин, он не оправдывает всего того, чего мы от него ждем, да, я хочу вам напомнить о том, что несмотря на то, что Litecoin не растет, он не упал на 70-50%, и он не вернулся к вот этим вот низам, которые были летом. Потому что большинство альткоинов, они упали на 60-70% и больше, и они вернулись к тем значениям, которые были в августе 2024 года. Litecoin держится очень хорошо, он наплевательски относится к всему падению на рынке, которое мы видели, и на месячном таймфрейме он очень-очень уверенно себя держит. Поэтому нужно принимать решение именно в данной проторговке о покупке лайткоина, если вы вообще хотите с ним связываться. Лично мое мнение, это не финансовый совет, non-financial advice, но мое мнение, что нужно покупать его здесь на 70% объема, и если вдруг на рынке что-то произойдет, то покупать его по уровням 70 и 65, хотя вряд ли мы, конечно, сюда уже погрузимся. Мне кажется, что вот эта вот проторговка, когда здесь сформируются уже объемы, да, вот эти вот объемы, которые вы видите, когда они сформируются, мы пробьем это накопление и выйдем вверх. На вот этом всем флете мы видим, что ключевой точкой сопротивления является 127 и 102 доллара. Поэтому наша задача по лайткоину локально закрепиться сначала в первую очередь над вот этим вот диапазоном, это 104-100 долларов, потом закрепиться над следующим уже объемом. И это будет диапазон объемов приблизительно от 130 до 125 долларов. Не стоит забывать, что это точно такой же флет, только уже поменьше гораздо. То есть это точно такой же флет, как это было вот здесь. И что здесь будет происходить, по моему мнению? Мы увидели одно касание, проторговку, мы увидели второе касание, третье. Сходили еще раз вниз, это было второе касание. Вот. Еще раз мы коснулись верха, и здесь мы опустились снова в зону интереса покупателя. Поэтому мне кажется, что мы перепишем этот флет, но снова обманем всех, потому что по техническому анализу мы дойдем на 150-154, да, чуть-чуть перепишем вот это вот все дело, но снова потом вернемся куда-то на уровень 114 долларов после того, как сходим вот сюда на 150. И всем будет казаться, что мы снова не можем по лайткоину расти, потому что мы опустимся в этот флет по техническому анализу, да, потому что граница его находится 146-134. Но по факту мы снова упадем на вот эти вот крупные объемы,
как мы это сделали вот тут, в данном флете, вот на вот эти крупные объемы Litecoin сейчас падает. Точно так же мы поступим и в этом флете. Когда мы чуть-чуть перепишем хаи, мы упадем на вот эти вот объемы, и после этого произойдет последний рывок. В Телеграме вот тут вы можете увидеть все наши прогнозы по лайткоину, да, это еще 06.10.24, которые мы делали прогноз. Вот тот самый лонг, который мы брали по цене $67. Вот тот самый легендарный прогноз. Также мы здесь еще набирали Cortex, и вот тоже биткоин мы в районе, сколько это, 62 700 открывали лонг по биткоину и ждали его на 100-110 тысяч долларов. По лайткоину это не единственный прогноз, опять-таки повторюсь, он у нас и в портфеле есть, также я и здесь четко, очень все детально объяснял. В Телеграме у нас очень-очень много полезной информации. Вот тот самый клин, расширяющийся, нисходящий, о котором я вам только что говорил. Поэтому, ребята, обязательно подписывайтесь на наш Телеграм, тут просто масса колоссальной, важной, полезной информации. С моей точки зрения, это будет выглядеть приблизительно вот так. Это будет апрель разворотный месяц, в мае импульсы коррекция, и уже под конец, под начало лета, да, произойдет вот этот вот самый основной рывок. Это мое такое мнение. По техническому анализу самое важное для нас — это закрепиться над вот этой вот широкой областью. Сейчас как раз Litecoin и занимается тем, что я от него очень долго ждал. Он проторговывает вот эту область 150-100 долларов, он ее проторгует, когда месяц уверенно закроется телом свечи на уровне 150 или выше, то есть приблизительно как это было вот здесь, да, когда месяц вот так закроется, у нас запустится тренд и рывок по Litecoin. И какие здесь у нас будут точки остановки? Это 200, 270, дальше будет зона действительно мощное сопротивление. Вот здесь у нас тоже по техническому анализу зона сопротивления от 230 до 400 долларов. Такая очень широкая область. С чем это связано? Это связано в первую очередь с тем, что на тренде, на предыдущих трендах по лайткоину формировались вот такие вот ступеньки. Поэтому я это все дело выделил, и на этих уровнях 170, потом уровень 200, 220, и последний уровень это уже 300. Вот здесь нам придется все равно, конечно, чуть-чуть фиксировать, но будет очень глупо фиксировать здесь больше 30% общего объема. Это опять-таки лично мое мнение, потому что по-хорошему, по идее, Litecoin должен уже в этот раз коснуться снова вот этой области сопротивления, вот этой вот области месячных свечей, вот она, да, вот эта область 250-400. Очень такая вот широкая область. Ну, тут немного это все дело варьируется из-за вот этой вот погрешности. Здесь в прошлый раз у нас в 2017 году закрывались по 234 месячные свечи, а на прошлом цикле Litecoin зашел сильнее. Он показал себя с более сильной стороны, чуть-чуть переписал даже хаи в прошлом цикле, и месячные свечи закрылись вот по цене 270. То есть в этот раз мы можем месяцем закрыть еще сильнее Litecoin на вот этом вот пике, зайти поглубже в эту область, закрыться в районе 300-326 месячные свечи, но фитили могут переписать гораздо сильнее наш вот этот вот ATH, исторический максимум. Что мы видим с вами? В этом цикле очень сильно все удивлены. Вот за год то, что мы видим, альткоины чувствуют себя очень плохо. Вы могли угадать там с Суи, с Онда, да, купить его, и с Омом. А больше никакие альткоины, они себя не показали так очень сильно. Мы не смотрим альткоины каких-то дексов и бирж, потому что это отдельная каста вообще. Вы, если регистрируетесь на бирже, то вы все равно какой-то 1-2% от портфеля можете купить токены биржи. Я об этом тоже снимал видео на медвежьем рынке, что токены бирж нужно покупать, потому что это как акции компании, да.
И если биржа рухнет, то, понятно, альткоин их соскамится. А так, на медвежке это очень выгодное капиталовложение, покупка именно токенов бирж. И я об этом, ребята, говорил. Но если вы не угадали с ОМом, мы видим, что и XRP очень хорошо себя показал. За год он 261% нарисовал, а так он показал 500% роста. И если вы из тех людей, которые не верят в лайткоин, что он может показать амплитуду движения порядка там тысячи, да, исходить на 450-800 долларов, то посмотрите на XRP. Я выпускал видео по XRP, и тоже все смеялись, пока они не увидели, что на месячном таймфрейме XRP зашел в вот эту зону сопротивления прошлого нашего цикла бычьего, да, и вся амплитуда движения по XRP составила уже больше даже 1000%. Давайте тут посмотрим, сколько это. 1048%. И это еще не конец, потому что на самом деле здесь есть более такая широкая интересная область. Мы ее пока еще не проторговали нормально. Вот когда мы ее проторгуем, это 4 доллара верхняя граница, мы сделаем заброс повыше, и здесь уже можно будет, конечно, немножко или даже немножко выходить из XRP. Вот приблизительно такая ситуация будет по лайткоину, только с той погрешностью, что это все-таки не XRP, конечно, а лайткоин, и тут будет характер движения не такой, как по XRP, что это за один месяц он сразу там 300-400%. Это будет 3 месяца вот таких вот роста по лайткоину. Поэтому это очень реально за 3 месяца здесь показать очень хороший результат. Лайткоин, он сидит и ждет, он накапливает объемы, он долго никуда не движется. Мы не видим каких-то серьезных изменений по лонгам и шортам, да, из-за этой ситуации нужно следить. Вот здесь вот на хаях немного зашортили, и сейчас резко-резко закрыли все свои шорты. Видите, шортовики, они тут не побеждают. Но что интересно, как было с XRP перед пампом, да, давайте посмотрим. Здесь мы с вами можем найти XRP, вот тут он находится, и за год посмотреть, что с ним было. Прямо перед самым пампом все лонги у нас позакрывались, закрылись все лонги, здесь было очень много шортов, и шорты тоже позакрывались, и с 0,5, а это 50 центов, XRP выстрелил до 3 долларов и 20 центов. Вот очень-очень-очень сильный импульс он показал. Вот какой картины нам нужно ждать по лайткоину. Нам нужно дождаться, чтобы здесь тоже резко изменились лонги и шорты, и тогда мы нарисуем мощнейший просто импульс. 6 миллионов, вот такие вот желтым выделены ликвидации, больше 6 миллионов. И здесь много-много таких полок на уровне 140 долларов и выше, вплоть до 150. А я напомню, это как раз те уровни важные, которые я для себя выделил, вот, по которым я буду немножко скидывать по лайткоину объем, но небольшой. Вот по этим уровням как раз у нас сосредоточены очень крупные ликвидации. Снизу ликвидации абсолютно нету, а вот шортовых ликвидаций сверху огромное количество. Если вы обратите внимание, вот это вот момент как раз, когда я входил в рынок, здесь было очень большое количество продаж. И посмотрите разницу между столбиками положительной дельты и отрицательной. Вот я вам камеру убрал сейчас, вы можете это наблюдать. Какие были столбики положительной дельты, то есть покупки крупного капитала, да, и какие были продажи. И сейчас как все изменилось. Как на этом росте проявляли себя покупатели, да, крупный капитал. То есть, если раньше у нас крупной покупкой считалось это 16 тысяч лайткоинов, да, за один день, то теперь мы можем 77 тысяч лайткоинов купить, вот 74 тысячи лайткоинов, 89, да, и здесь, например, это 75 тысяч лайткоинов. То есть есть разница, да, изменился интерес к данному инструменту, насколько выросли объемы, здесь просто колоссальные объемы. То есть, когда закончится битва в этом флете, а вы, ребята умные, вы знаете, чем эта битва в данном флете закончится, тогда лайткоин покажет очень-очень интересный результат. Поэтому, ребята, я думаю, что вот эта вот серия прогнозов по лайткоину, она станет все-таки легендарной, она в любом случае уже станет легендарной, чем бы она ни закончилась, но вы видите, что мы движемся строго по плану, несмотря на то, что 2 года
вот эта вся у нас ситуация происходит, мы движемся все-таки строго по плану. В закрепленном комментарии под видео ты можешь найти ссылки на все наши социальные сети. А также не забывай открывать описание под видео, где есть партнерская программа от бирж. При регистрации по данным ссылкам ты можешь получить 50% скидки на торговую комиссию. И напоследок я просто хочу вам показать свой экран и показать все уровни, которые я выделил. Это уровни сопротивления все. Вот эти вот все белые уровни, это уровни сопротивления, это то место, где проскакивали крупные объемы. То есть по большому счету, если мы оцениваем только искренне объемы, выше 227 нету никаких объемов. И если мы это соотнесем с техническим анализом, посмотрим, где этот уровень, 227, да, и месячный таймфрейм включим, вот где этот уровень у нас располагается. Это вот под историческими вот этими вот хаями. Под историческими хаями уровень 227 вот в данной области. Вот в данной области располагается вся эта ситуация. Это даже под закрытием месячных свечей. Это последний уровень сопротивления по объемам. Вот этот вот диапазон. Ну а по техническому анализу у нас есть, конечно, вот эта вот зона. Поэтому вы в этих зонах можете частично фиксировать. Когда мы зайдем в вот эту вот зону, да, от $200 до 274, то есть в данной области немножко скинуть, и скинуть еще в следующей области, которая располагается выше тоже. Но я все-таки рассчитываю здесь фиксировать не больше, конечно, 30% объема. Это лично мое мнение. Мне хочется зафиксировать основную и всю часть лайткоина выше своего исторического хая. Это у нас хай $408. Ставьте палец вверх, ребята, обязательно подписывайтесь, пишите интересные комментарии. Я надеюсь, данное видео было очень полезным для вас и желаю всем успеха на рынке. Thank you.